Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно не зазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители и подписчики моего канала. Мой канал Обзорно не зазорно. Кто еще не подписан, скорее подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Мы переходим к Колесниковым. Вы знаете, у Колесниковых стрим случился абсолютно внезапный. Ждали ролик все, и тут на тебе стрим. И я помню о бойкоте первые секунды думала, вообще не буду их смотреть. Потом не смогла себе отказать в удовольствии посмотреть. Прям в прямом эфире. Ну и глянула. Людей было крайне мало на стриме, и это заметили комментаторы. Спросили, в чем причина. Колесниковы этот вопрос проигнорировали. Ну, обо всем по порядку. Конечно, могу сказать еще, забегая вперед, что много комментариев было удалено нелицеприятных, но это Колесников делает не впервые. Стрим вела Света без Леши. Дело происходило на кухне. Она крутилась по кухне, она загружала посудомойку, потом пришел Никита, ее сменил. Но, естественно, это же обязанность Никиты. Потом вроде как помыла посуду, вытерла блюдо тем полотенцем, которое валялось на стуле, потом снова швырнула его на стул. Я сомневаюсь в чистоте этого блюда, которое она вытерла. Тем более блюдо было то ли стеклянное, то ли хрустальное. Скорее стеклянное, откуда там хрусталь в доме у Колесниковых. Потом Света уселась на кухонный уголок и продолжила вещание. Читала она комментарии с телефона, поэтому читала она, пока не закончился заряд телефона. Где-то часа полтора-два был стрим. Я сейчас не могу точнее сказать, но где-то в этом районе. Ну так вот, обо всем по порядку. Анжелика читала комментарии, пока Света крутилась по кухне. И спросили, в православной церкви были Колесниковы в принципе или нет? Ну, Анжелика прочитала, конечно, не в православной, а в Поварской церкви. Ну, конечно, Колесниковы не ответили на этот вопрос. Дальше Анжелика подошла к плите, взяла ложку, пошурудила ложкой в кастрюле и говорит, что это? Света говорит, подлива. Анжелика молодец, она не стесняется в выражениях, правду матку рубит. Говорит, какая-то странная подлива. Вот Света ей, мол, ты ела, подлива была не странная. Анжелика, я ее вообще не ела. Вот Анжелика и Дарина всегда рубят правду матку. Остальные дети как-то вот, ну не то что стесняются, наверное, более корректно. А эти двое прям молодцы. Конечно, начало стрима было жутким, играла какая-то заунывная музыка, работала посудомойка, и они сидели далеко все от микрофона, еле слышно, качество ужасное стрима. Но потом со временем вроде как наладили это. И до того дошло, что Леша, где-то он сидел там наверху, Света сказала, Леша наверху, сидел усердно, тер комментарии, и он написал, поставь на паузу. Света прибежала к камере, говорит, что тут ставить на паузу. Она решила, что стрим на паузу поставить. Оказалось, посудомойку на паузу, потому что реально ничего не было слышно. Кое-как с этим разобрались. Ну, Анжела, естественно, босиком ходит по дому, по кухне. И пока Анжелика читала все комментарии, она наушники на столе свои оставила. Настя взяла наушники и стала там слушать песни какие-то христианские, как нам потом сказала Света. И стала подвывать, не побоюсь этого слова. И вот эту вот музыку, которая играла, песню вот эту какую-то заунывную христианскую, сменила Настя. Нежели богато, нечего и начинать. А в вашем случае не выпускали ролики в хронологическом порядке, нечего и начинать. Нет, вот сейчас решили побыть идеальными. Дарина в сад не пойдет, так как в детсаду нечего делать. Ну, сказали, как это нечего, мол, развиваться ребенок будет. Ну, Света сказала, она сама развивает и готовит к школе. И что ни один ребенок у них не ходил в садик. А Дарина говорит, а я хочу в сад. Но Света говорит, уже поздно, мол, что там тебе, мол, осталось 1,5-2 года и в школу. Дарина потом говорит, ну тогда я хочу в школу. Ну вот как-то так. Дальше был комментарий такой, кто-то поздоровался, говорит, привет, семья. Ну, Анжелика прочитала привет, свинья. Ну, в своем репертуаре Анжелика, да. Спросили, если упадут просмотры, что тогда будут делать Колесниковы? Ну, вот Света говорит, если упадут просмотры, то тогда, наверное, мы Колесниковых не увидим. Вот. А вообще, в принципе, снимать видео для нас, оказывается, Света снимает видео. Они раньше об этом говорили, что вот для нас они все снимают. Не для себя, не для своего заработка, а для нас. Это, конечно, да, работа Светы.
Спросили, не стыдно ли Анжелике по слогам читать. Все-таки, как выяснилось, ей 15 лет. И она учится в 8 классе. Но Анжелика говорит, что она молодец, ее в школе хвалят, она лучше всех читает в классе. И вообще, как зрители, в принципе, могут предположить, что она плохо читает. Она читает нормально. Был комментарий, когда Анжелика родит уже. Но Леша еще не сориентировался, этот комментарий не удалил, но на него никто, конечно же, и не ответил. Предложили ей поменяться с Анжеликой Свете местами, с тем, чтобы Анжелика посуду мыла вместо Светы, но Света читала. Но Света не доверила это дело Анжелике, она перемыла посуду и потом уже села за стол и стала читать. Дальше спросили, какой вес у Анжелики. Этот комментарий, конечно, удалил Леша. Но когда Анжелика, вы знаете, услышала, что ей придется встать и помыть посуду, она говорит, она и так работала, когда гости были. Это она имеет в виду тогда, когда вот они на экскурсию ездили, и она макароны варила. Все, Анжелика переработалась. Анжелика работала 2 раза, насколько я помню, так усердно на Новый год, когда Виталина и Настя заболели. И она долго девочкам это припоминала. И 2-й раз, вот когда они на экскурсии были, и ей пришлось, ну не пришлось, потому что она сама захотела любимым делом заняться и сварить макароны, не знаю. Но факт остается фактом. Она считает, что она переработалась. Ну а что Дарина? Дарина в тапках по кухонному уголку ходит. И спросили, что же любят дети. Все дети как воды в рот набрали, сидели, молчали, и только Настя сказала, что любимое ее блюдо – это сосиска с пюре. Дальше Свете был вопрос. Если не смогут они выплатить ипотеку, то вернутся ли в Ессентуки? Света говорит, нет, конечно, и даже страшно представить, как можно жить в тех 2 комнатках, которые у них были. Нет, конечно, нет. Тут хорошо, просторно и здорово. Девочка умеет читать? Спросили. Ну, Анжелика, когда читала этот вопрос, она прочитала его утвердительно. Говорит, девочка умеет читать. Говорит, наверное, это я умею. Как-то так вот Анжелика выразилась. Рада была Анжелика, что якобы ей сделали комментарий. Хотя, в принципе, там спрашивали. Потому как читает она, конечно, из рук вон плохо. Из какого дурдома вещания идет? Естественно, удалили этот комментарий. Спросили Дарину, сколько ей лет. Но Дарина по-прежнему уникальный ребенок, она не знает, сколько ей лет. За нее ответили, что ей 4 года. Потом спросили снова Анжелику, а почему ты в 15 лет еле-еле читаешь? Она говорит без всякого, говорит, ну так научилась. Вообще Анжелика без комплексов. Да. Говорит, в школе ее хвалят и говорят, что Анжелика читает лучше всех, а вы только говорите, что плохо. В общем, 2 раза это Анжелика говорила нам на стриме, подчеркивая то, что она молодец, она лучший чтец школы, даже не класса. Дальше был комментарий, у вас все дети двоечники? Нет. 4-шники и 5-шники. Вот как-то так ответили, представляете? А мама книги читает? Читает, но больше Библию, говорит Света. И то читает она из телефона, потому как вот так удобнее всего ей. Вечером темно, а тут вот с телефона читать самое то. А бра включить вообще не вариант, что ли? Какой рост у Анжелики? Зачем вам рост, был ответ. Настя всегда так завывает. Никто не ответил, но, правда, по-моему, и не удаляли этот комментарий. Анжелика в класс для неполноценных ходит? Удалил Леша это. Худеть Анжелика собирается? И так худеет. Почти ничего не ест. Думаю, да. Практически прошлым, день назад она съела почти всю запеканку. Это называется почти ничего не ест. Ну да. Тут же кто-то посоветовал Анжелике учиться читать выборочно. Гадости много пишет. И не читать гадости. Но Анжелика это не поняла, Света взяла телефон в руки, и потом уже Света вообще Анжелике телефон не давала. Все она сама считывала. Спросили, знает ли Света вообще, что в мире творится. Ну, конечно, знает. И Анжелика тоже знает. А что конкретно, не уточнили. Главное, что они все знают. Кем Анжелика и Настя работать будут, не ответили. Для чего эта трансляция? Оказывается, для нас, для зрителей. Угу. Света, радует ли вас уровень образования детей? Удалили. Ой, Анжелика, ты плохо читаешь. Этот комментарий вообще не прочитали. Но Анжелика говорит, вот математику она не любит. Света работать собирается, не собирается, непонятно. Не отвечает на этот вопрос. Где папа, несколько раз спрашивали за весь стрим, так они толком и не ответили. Хотя вначале говорили, что папа там наверху. Ну, понятное дело, кто будет тереть комментарии где. Только там наверху место вытирания всех комментариев неугодных. Написали, что хочется приехать к вам в гости и помыть окна. А поделитесь ли вы за это просрочкой? Очень хорошие, так вот, очень-очень-очень аккуратненько так их поддергивали. Но никто не ответил.
Боялись, конечно, более серьезно как-то их троллить с тем, чтобы их вообще не заблокировали аккаунты. Поэтому аккуратненько так. Не переживаете ли вы, что YouTube приостановит монетизацию? Конечно, переживаем. Но тут же они сказали, что, мол, если будут донаты, то тогда, мол, все нормально будет. Вот. Как часто Света меняет одежду? Меняет часто, но очень любит вот эту свою туничку синюю. И, говорит, она ее постирает и снова надевает. Вот так. А мы думаем, что она все время в ней ходит, не меняя. Нет, она ее меняет, она молодец. Посоветовали Свете попробовать устроиться пекарем или уборщицей, ведь Света и прекрасно кулинар, и убирать у нее получается замечательно. Но Света это как-то проигнорировала. Спросили, какие у них растения растут в огороде. Плодовые деревья, кустарники. 1 груша, 4 яблони какого-то одного вида и 1 яблоня какого-то другого вида. В общем, короче говоря, посоветовала... Света еще сказала, что есть ёшта у них, но что такое ёшта она не знала. Она сказала, гибридный крыжовник, то есть крыжовник плюс смородина. Ей стали говорить что-то ёшта, она не совсем поняла, что ей говорят. Почему такой срач дома? Удалено. Ей советовали, опять же, очень аккуратно сажать кокосы и дуриан. Но никто, конечно, это не удалил. Леша, наверное, не знает, что такое растение есть дуриан. И не удалял, да. Далее был комментарий. Алексей успевает комментарии зачищать. Удивительно, но это тоже Леша не удалил. Потом посоветовали Свете саксаул посадить. В общем, очень-очень-очень аккуратненько троллили. Очень аккуратненько. Анжелика, пока Света читала комментарии, решила... И то не сама, Света ее попросила подмести. Кое-как Анжелика поднялась, стала подметать. Когда она подмела, у нее остались разбросанный веник, совочек и тапки. И всем этим любовали зрители. Сказали убрать это все, потому как, некрасиво, да, вот неуважение к зрителям. Анжелика, недолго думала, брала просто из кадра, сдвинула все в сторону. Говорят, а что ты сделала, Анжелика? Она тогда, недолго думала, вообще камеру развернула, вообще в другую сторону повернула. Потом все-таки пришлось встать и это дело убрать. В общем, Анжелика мне понравилась. Света говорит, что ты, мол, бросила совок? А Анжелика говорит, я не бросила, я его положила. В качестве экзаменов Анжелика будет сдавать труды. Представляете, Света говорит, что-то шить надо будет. Спросили, в какой коррекции им не нужны. Часы, которые на кухне вон. Спросили, что с образованием в будущем у детей. И если дети захотят пойти в университет, в чем я лично, конечно, очень сомневаюсь, но тем не менее, то неужели Колесникова не будет оплачивать их учебу? Ну, Света сказала, что ее учебу никто не оплачивал. И так как к ней родители относились, точно так же она собирается и в отношении образования к детям относиться. Она говорит, а что мы? Мы как родители, мы их воспитываем и растим. И все. Больше ничего не делать. Если сильно захочет учиться на платном отделении или там поступить в университет или еще куда, пусть сам зарабатывает. А мы как мы? Вот мы их родили, воспитали и вырастили. А все остальное это уже их заботы. Представляете? В общем, как-то так. По образу и подобию называется. Еще Света меня порадовала. Она говорит, у них уже сегодня 27, конечно, февраля. Но Света решила, что у них сегодня уже 28 февраля, и завтра 1 марта, завтра весна. И когда Настя в дневнике написала 27, потом 28, правда, она потом пошла еще дальше, написала 29, 30, 31, 32 февраля. Света сказала, не-не-не, все уже март. Все, завтра, мол, 1 марта. В общем, у Светы на один день март начинается раньше, чем у всех людей. И когда Свете написали, что она не самый удачный пример в плане образования для своих детей, она говорит, я как бы и не стремлюсь к этому, да, я знаю, и нормально. Сами захотят, сами заработают. Ну и возвращаясь к вопросу заполнения дневников, выяснилось, что только Настя в их семье заполняет и ведет дневник школьный. Остальные дети просто этого не делают в принципе. Дальше был комментарий непосредственный, как Маугли. Удалили этот комментарий. Какие фильмы и сказки смотрят дети? Света стала отвечать, как всегда. А то, а как, а что, в общем, непонятно, как ты стала отвечать. Кое-как вспомнила мультик, который называется «Мешок яблок». Потом дети стали вспоминать «Гуси-лебеди», «Мертвая царевна», «Аленький цветочек», «Белоснежка» и «7 гномов». А Дарина говорит «7 козлят». Ну, кто что, кто как. Дарина и та вот соображает, что 7 гномов, а козлят 7. Ну, дети постарше этого не понимают. Какая книга у Светы любимая? Света говорит, давно она читала, и вообще нет любимой книги, что вот задавали в школе.
то она и читала, что задавали учить наизусть, то она и училась, чтобы оценку получить и забыть об этом. Кем Анжелика будет в будущем, она не знает, говорит, еще не думала. Был комментарий, где еда, там и Анжела. Этот комментарий не удалили, но на него как-то не отреагировали. А вот удалили комментарий, смотрели ли дети Буратино. Это удалили, ну, естественно. Мальчика или девочку еще хотели бы, сына или дочку, не удалили, но и не ответили. Идите на работу, только детей умеете делать. А детям нужно внимание, они у вас особенные. Это удалили, конечно. Просрочку едят, и им неплохо. Вот желудки. Удалено. Спинальник, бери Свету и на работу. Удалено. У Максима и Анжелики есть невеста и жених? Я уже думала, что Леша вошел в ражу, тоже удалит. Но нет, это не удалили, и ответила Света, что не докладывали дети. А получается ли у Анжелики похудеть? Получается, оказывается. Я когда-то услышала, думала, да вот это номер. Оказывается, у Анжелики получается похудеть. Что незаметно, но Анжелике виднее. Развлекаются дети уборкой и готовкой, говорит Света. Видите? Вот у Настя говорит, ей скучно. Там кто-то из детей тоже сказал, мне скучно. Света говорит, а вот вы говорите, мол, не заставлять их. Если не заставлять, они вообще тут, мол, уснут. Один он и так спит уже где-то там наверху. Настя тут вот уснула. В общем, дети говорят, очень хотим в школу. Понятное дело, там и кормят. Там и как-то деятельность какая-никакая есть. Ой, спросили, будут ли они печь блины на Масленицу. Света говорит, а что уже Масленица? Я не слежу за этими праздниками, я их не отмечаю. Но, говорит, блины давно не было, надо на печь. Как тетя Света поживает? Нормально, наверное, Света говорит. А пост, оказывается, Колесникова держит совсем по-другому, не так, как православные. Вообще ничего не ешь, только молишься. Вот так. Представляете, целый день ничего не есть. Один день пост у них. Это такой разгрузочный день, я бы так это назвала. Ревнуете ли вы Алексея? Не ответила Света. Какие любимые духи? Любимых нет, но единственное, не люблю резких запахов, говорит Света. Цветочные нежные ароматы. Давным-давно, еще до замужества, ей в Ессентуках подарили флакончик туалетной воды, так вот он до сих пор есть. Очень экономная, представляете? В общем, короче говоря, троллили очень и очень аккуратненько, очень аккуратненько. Дарина за время стрима 2 раза порывала взять огурец из холодильника, оба раза Света возвращала огурец назад в холодильник. Дети голодные, насколько я понимаю, и как-то это странно, да? Света говорит, все у них есть, пожалуйста, дети ничего не едят. Значит, такое все у тебя вкусное, Света, раз дети ничего не едят. Ну и спросили про то, делают ли депиляцию верующие православные люди. Она говорит, не знаю, как все, но Света делала эпиляцию на ногах, удаляла волосы, ей не понравилось, ей показалось, что после этого они стали расти еще больше. Ну и, конечно, в определенных местах, да, Света говорит, удаляет нежелательные волосы. Ну, как-то так. Потом у них завис стрим, и телефон сел. В общем, все сложилось одно к одному, и Света закончила стрим. Вот такой вот получился у них стрим, но у меня, соответственно, обзор. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!